Готов слушать. Добрый день, друзья! Я вам давно не рассказывала о маленьких орхидеях анцидиум. Это бульбовые орхидеи. Год назад мне одна из моих подписчиц подарила часть орхидеи анцидиум. Я не знаю, как она цветет, эта орхидея, но я ее разделила на 3 части и посадила. И плейлист об этих орхидеях у нас есть. Оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана, и вы можете проследить всю историю этих 3 орхидей. Потому что то, что мне подарили, такая полуумирающая орхидея, я ее разделила на 3 части и показывала вам, как они себя чувствуют, как они растут. Так вот сейчас у меня всего осталась одна из этих орхидей и еще несколько анцидиумов, которые у меня были. Ну, вот получилось 4 орхидеи, о 4 орхидеях я вам сейчас расскажу. Но сначала покажу, как поливать бульбовые орхидеи. Неважно, будут это анцидиумы или, как у меня здесь стоит, зигопеталум, потому что отличается полив от фаленопсисов. Но просто я его сейчас залью, а буду рассказывать про маленькие орхидеи и расскажу, почему он у меня будет стоять в горшке с водой, пока идет рассказ. Горшок двойной, непрозрачный. Наливаю воду. У меня в этот горшок поместился литр воды. Но, к сожалению, все равно не смогу вам показать, где же заканчивается эта вода. Но желательно, вот, смотри, Миш, вот здесь покажи. Вот видно воду. И она точно так же, ну, на сантиметр ниже грунта. Вот пусть стоит, а рассказывать-то я буду об анцидиумах. Открой Юлечке дверь, он хочет пойти к Семе. А Сема тоже здесь, вот они оба уходят. Ну тогда пускай идут гуляют. Почему показываю 4 орхидеи? У меня было 2 анцидиума, один белый, один желтый, вот вы можете увидеть сейчас его цветение. И они у меня были посажены оба в горшок-лодочку. Причем желтый анцидиум и цвел прекрасно, и рос прекрасно. А вот белым не нравилось в совместной посадке. Я взяла их, разделила. Но когда делишь орхидею, никогда не знаешь, что выживет, что не выживет. Какие старые бульбы, очень старые бульбы, и не дадут возможности росту новым бульбам. И вот у меня какая-то часть погибла, какая-то осталась из этих 2 кустов. А еще я что-то раздала. И какие из них, какого цвета, я не знаю. Желтый зацвел. Еще на одной тоже вот цветонос. Посмотрим, желтый или белый. И еще одна орхидея, вот тоже 2-3. Они такие тонкие. Вот первый цветонос, второй. И здесь 3. Но как вы можете увидеть в горшках, они посажены не по одной бульбе, а большое количество. Вот они так, когда их пересаживала, они так распадались на вот такие части, и мне пришлось вот так их и сажать. Но когда бульб много, они дают новые росты и передают по корню, который называется ризома, накопленные вот в этих толстеньких бульбочках питательные вещества молодым ростом, молодым орхидеям. И, конечно, чувствуют себя превосходно. И цветут. Кстати, очень ароматные, очень ароматные. Посмотрите, сколько еще будет много цветов
потому что много бутончиков. Цветы крохотные. Сейчас я приложу свой ноготочек, и вы увидите, что цветы очень маленькие. Вот. Маленькие, ароматные, приятно пахнут карамелью. Когда зацветут все 3 орхидеи, но цветение очень непродолжительное, я в телеграм-канале покажу их цветение. Ссылка на телеграм-канал в описании под видео. И чтобы не потеряться, подписывайтесь на телеграм-канал. Да, сейчас сложности с ютубом, но мы будем искать возможность, как сделать доступным видео в телеграм-канале, если что-то случится с ютубом, и там будет очень сложно смотреть видео. Поэтому подписывайтесь, тогда мы с вами не потеряемся. А вот эта орхидея, вот, это как раз та орхидея, вернее, часть той орхидеи, которая мне была подарена. И вот история. Первую часть я посадила с большим количеством бульб. Там было, по-моему, их 3-4. Это была часть орхидеи, которая находилась в активном росте. Она прекрасно росла, и я ее подарила. Сейчас вы эти фотографии, уже не мои, увидите на экране. Она растет, отращивает новые росты, но пока не цветет у новой хозяйки. Вторая часть посажена с 2 бульбами, но бульбы были уже усыхающие. Даже усыхающие бульбы дали молодой рост, но все равно он не смог развиться в взрослую орхидею. Не хватило у этих старых бульб питательных веществ, чтобы вырастить вот эту маленькую детку. И одна часть погибла. А эта орхидея была посажена с 3 бульбами. И они тоже засохли. Вот они. Сейчас вам покажу. Я их не отрезаю, пусть они там находятся. 1, 2 и 3. Видите, какие они хорошие мамы? Отдали все, что могли, и вырастили сначала маленькую. Вот она, толстенькая маленькая бульбочка. И этой маленькой бульбе хватило сил вырастить более крупную вторую бульбу. Смотрите, она налилась. Вот корни видно. Но не буду там дальше раскапывать. Здесь тоже есть корни. Эта бульба выпускает корни. И от этой бульбочки я жду новый рост. Вот так медленно, очень медленно. Сёма. Сём, лежать, не мешать. Да и он его прогоняет. Ну, понятно, что Ричи. его гоняет. Так, не мешайте мне. Очень медленно, но орхидея начинает восстанавливаться. Какого она будет цвета, я тоже не знаю. Цветочки бывают белые, розовые, желтые. Но думаю, что я дождусь цветения и этой орхидеи. Вот теперь, как же поливать такие орхидеи? Я вам показывала и посадки этих орхидей. Так, Сём, пожалуйста. Сём, лежать и не мешать. Не надо мне тут цветонос. Вернулись с Юлией. Да, и безобразничают. Лежать. Как же поливать бульбовые орхидеи? Во-первых, для бульбовых орхидей нужен влагоемкий грунт. И в этих горшках грунт состоит из мелкой коры, кокосовых чипсов, небольшого количества керамзита и торфа. Поэтому при поливе я наливаю воду в горшок, вот как я вам в самом начале показывала, держу 10-15 минут, сливаю всю воду и ставлю на прежнее место. Орхидея Зигапеталум посажена
без торфа, без кокосовых чипсов. Здесь присутствует кора, керамзит и пеностекло, поэтому получился не сильно влагоемкий грунт, как нужно этой орхидее. Быстро просыхает, приходится поливать раз в неделю. Вот я наливаю воду в горшок и держу в горшке эту воду, не выливаю ее, час. За это время корни хорошо вбирают в себя влагу, но корни очень тоненькие. Это не корни фаленопсиса. Они не запасают влагу в корни, они запасают влагу в бульбы. Но вся орхидея посажена выше уровня грунта, поэтому загнивания бульб не будет, даже если орхидея простоит час в воде, а может быть и больше. Вот, кстати, покажу вам, она тоже собирается цвести. Вот бутон. Воду потом сливаю и тоже ставлю на прежнее место. Чем отличаются анцидиумы и зигопеталум? Посмотрите внимательно. Анцидиум цветет и выпускает стрелку цветоноса, сейчас на этой орхидее лучше видно, только от полностью сформировавшейся бульбы. Бульба должна быть плотная, толстая, налитая. А зигопеталум нет. Он чаще всего цветет, когда бульба еще не сформирована. Но вот здесь, сейчас, вот именно сейчас, очень интересный момент. Я когда купила зигопеталум, вот здесь вот есть старая бульба, смотрите, такое впечатление, что бульба состоит из двух частей. Вот первая, а это вторая. Но потом, после того, как я и пересадила его, и растила, бульба была вот такая вот одинарная. И вот сейчас я вижу опять, что с этой стороны будет наливаться бульба внизу и есть верхняя часть. Это еще не полностью сформировавшаяся бульба. Так что зигопеталум сначала цветет, а потом формирует бульбу. Видите, какие они толстые, плотные. Причем у зигопеталума тоже ризома, корень ризома. Но почему-то растет он в обе стороны. Бывают такие орхидеи, которые растут только в одну сторону, а бывают вот растут в разные стороны. Зигопеталум тоже пора пересаживать, горшок для него маловат. Появился новый рост, дает корни. Можно его разделить на две части и посадить в разные горшки. И посмотреть, будет ли он также опять расти в разные стороны или все-таки начнет расти в какую-нибудь только одну сторону. Вот такие орхидеи зацветают в конце лета. И это тоже очень приятно. Когда у них наступит период покоя, ну, значит, после цветения у этих орхидей обязательно будет период покоя. Он недолгий, месяц-два. А потом орхидея опять начинает активно сначала расти, а потом цвести. Понаблюдаем дальше вот за этой маленькой орхидеей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ричард, у меня к тебе вопрос. Почему ты терроризируешь всех котов? Почему ты не даешь им принимать участие в съемках? Зачем ты их прогоняешь? Ты тоже не понимаешь?